Если вы следите за нашим каналом, вероятно помните обзор на моющий пылесос Atwell F16 Ultimate, который совсем кстати не так давно получил апгрейд в виде модели Ultimate Plus. Мы, разумеется, не могли пройти мимо новинки, а потому прямо сейчас вы смотрите это видео. Итак, без долгих вступлений, сразу переходим к распаковке. Внутри нас уже заждался сам пылесос с заранее интегрированным резервуаром для грязной воды. Там же есть съемная рукоять, емкость для чистой воды, адаптер питания и зарядная станция, дополнительный валик с ворсом, щетка для очистки и инструкция на русском языке. Если будут какие-то вопросы по индикации на экране, уходу за пылесосом и так далее, можете сразу смотреть туда, и даже в Google бежать не надо. Ну и когда с комплектацией частично разобрались, давайте пройдемся по дизайну. Концептуально новая версия не отходит от общего дизайн-кода линейки F16. Корпус уже привычно выполнен в сером цвете с добавлением красных деталей, что в общем-то смотрится вполне гармонично и не притягивает к себе лишнего внимания. Хотя внимание, как вы понимаете, есть на что обратить, поэтому пройдемся по отдельным блокам, начиная с ручки. На ней есть 3 механические кнопки, каждая из которых выполняет свою заранее обозначенную функцию. Питание и переключение режимов сверху и подача воды специальным курком снизу. То есть на какое-то время, примерно секунд на 5-8, зажимаете курок и смачиваете роллер, а затем продолжаете мыть пол, пока не понадобится смочить еще раз. У основания рукояти, которая снимается по нажатию фиксатора через отверстие сзади, расположился дисплей. Там отображается вся важная информация, например, выбранный режим, ошибки вроде закончившейся воды или переполненной емкости для отработанной жидкости, а также состояние аккумулятора. Разъяснение каждой иконки найдете в инструкции. Там же есть кнопка активации самоочистки, но о ней поговорим чуть позже. Емкость для отработанной воды снимается по нажатию кнопки. Сам резервуар можно мыть, попутно вынув HEPA-фильтр, чтобы освободить его от волос и другого мусора. При этом как раз за счет фильтра в помещении не будет неприятного запаха, который мог бы выдуваться. Ну и самое интересное находится в нижней части. Тут есть специальная съемная защита, под которой скрывается валик, но снимать ее не обязательно, потому что роллер можно вынуть сбоку, нажав на кнопку фиксатора. Таким образом его можно заменить на вариант с ворсом, который подойдет для ковров. Вообще съемный валик для ковров одно из главных нововведений Ultimate Plus. Он идет сразу в комплекте, от чего пылесос становится еще универсальнее. Причем стоит заметить, что он не подойдет к другим версиям F16, и заказать такое эксклюзивное решение отдельно для них не получится. Конструкция щетки позволяет пылесосить практически вплотную к плинтусу. У стены остается буквально несколько миллиметров, куда не достает валик. И поверьте, это очень хороший результат. Теперь перейдем к характеристикам. Полный список уже на вашем экране. Можете поставить на паузу и ознакомиться подробнее. Из интересного, максимальная мощность всасывания равна 6000 паскалей, чего с излишком хватит для любых типов загрязнений. И разумеется, для такой мощности понадобится не менее выносливый аккумулятор. Его емкость 4000 мАч, что в переводе на более понятный язык 46 минут беспрерывной работы в режиме эко и 41 при максимальной мощности. Уровень шума в районе 70 дБ. Это можно сравнить с работой обычного робота-пылесоса. Объем контейнера для чистой воды 680 мл, а для грязной 550. Из дополнительных и довольно приятных функций возможность вертикальной парковки, то есть если вам нужно что-то поднять с пола или на время приостановить уборку, просто выключаете устройство и ставите его вертикально. Не нужно искать опору или бежать к зарядной станции. И к слову о станции, она поможет не только с самоочисткой, но и с сушкой валика. Для владельца это значит, что больше не нужно сушить валик на батарее или балконе, плюс это избавит от неприятного запаха, когда нет времени или забыли вынуть валик. Что касается непосредственно уборки, мы провели ряд простеньких тестов, каждый из которых демонстрирует преимущества именно этой модели. Например, вот так выглядит уборка на коврике, по итогам которой вся поверхность избавилась от заранее заготовленного мусора. То же происходит при уборке разных круп. Но с функцией пылесоса и так в целом все понятно, особенно учитывая характеристики. А что с мойкой полов? Вот так Atwell F16 Ultimate Plus вымыл после пролитого томатного сока. А так справился с засохшим пятном кетчупа.
Как видите, результат в обоих случаях более чем приятный. Ну и в качестве бонуса полюбившийся обзорщикам тест с мукой и яйцом. Вопросов нет, пол чистый, а больше собственно и не требуется. Ну и что можем сказать в качестве вывода? Предложив версию Ultimate Plus, куда вошли лучшие наработки линейки F16, инженеры из Atwell явно провели хорошую работу над оптимизацией и без того хорошего продукта. В итоге у нас есть все необходимые возможности для эффективной уборки дома без каких-либо проблем. Чего стоит самоочистка, процесс которой вы видите на экране. То есть нас буквально избавляют от необходимости излишне ухаживать за устройством, ну и расходниками в том числе. Выбери на таймере продолжительность сушки валика вплоть до 2 часов, поменяй отработанную воду и пополни запас чистой. Все, убирай в удовольствие. Единственный нюанс, который мы заметили, когда сравнивали с прошлым опытом использования Atwell F16 Ultimate, но без приставки Plus, это отсутствие помощи при движении. Пылесос уже сам не стремится вперед, и если вы его куда-то ведете, это значит, что нужно приложить чуть больше усилий. Однако при весе всего в 4 кг 700 грамм руки все равно не устают даже при уборке большого помещения. Также вы можете докупать дополнительные расходники, те же валики или фирменную моющую жидкость, чтобы процесс был еще эффективнее. А если возьмете еще и второй аккумулятор, который можно поменять буквально в пару движений, можете сэкономить время и не ждать зарядку, если не успели пройтись по всему дому. А на этом сегодня все. Не забывайте делиться впечатлениями в комментариях, ставьте лайки, если видео оказалось полезным, ну и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. До встречи в следующих видео.